Приветствую всех на канале Реальный Харьков. Харьковский ботанический сад существует более 220 лет. За это время он активно расширялся, познал упадок и едва ли не прекратил свое существование. История этого уникального природного объекта хранит множество интересных фактов. Сегодня я расскажу вам про Харьковский ботанический сад, его историю и множество интересных фактов. Ботанический сад Харьковского национального университета имени Каразина является объектом природно-заповедного фонда Украины общегосударственного значения. Он был основан одновременно с Харьковским университетом в 1804 году. Это старейший ботанический сад Украины. В 1804 году обывателями Харькова по ходатайству первого попечителя Харьковского учебного округа графа Северина Потоцкого университету под ботанический сад было уступлено обширное место по Сумскому шоссе площадью около 28 десятин. Часть земли была куплена университетом в опеке Кантемира, часть уступлена войсковыми обывателями безвозмездно, а часть приобретена у них за деньги. Отведенная земля была использована для так называемого верхнего или английского сада, около 20 десятин, предназначенного для общественных гуляний, и нижнего или, собственно, ботанического сада. Первым директором ботанического сада 1804-1826 годов был назначен профессор де Лявинь. Экзотические растения за неимением оранжерей содержались в комнатах, а для некоторых в университетском доме в углу была устроена небольшая оранжерея в виде ротонды. Их пополнение происходило за счет покупки дарственных пожертвований и выведением из семян. В 1805 году в саду было уже 1000 растений разных видов, но главное внимание с 1805 года уделялось устройству большого английского сада. Еще на открытии университета Потоцкий выразил желание, чтобы были приняты меры к скорейшему устройству ботанического сада. С этой целью в 1805 году был отправлен в Крым адъюнкт ботаники Каретников в сопровождении помощника садовника Стровальда. Им было поручено привезти оттуда разные деревья и семена по списку, составленному профессором ботаники де Лявинем. Всего из Крыма было прислано и привезено Каретниковым 250 видов растений. По предложению графа Северина Потоцкого сначала садовник Цетлер, а потом в 1807 году экзекутор Анадольский со Стровальдом были командированы в имение графини Александры Васильевны Броницкой в Белую Церковь. Графиня Броницкая по просьбе попечителя подарила Харьковскому университету 37 видов растений в количестве 380 экземпляров. Пополнение коллекции ботанического сада в первые и последующие годы происходило также за счет обмена семян различных растений. В течение 1806 года была начата постройка каменной оранжереи. На Большой Сумской дороге с лицевой стороны сада построена часть каменной ограды с каменными воротами посередине, устроено 2 колодца для полива растений. Интересно, что и каменная оранжерея, и каменная ограда с деревянными палисадами были исполнены по предложенным попечителям планам. В 1808 году в ботаническом саду были построены каменная оранжерея и деревянная теплица. Экзотические растения были перенесены туда. В 1811 году граф Потоцкий уехал на много лет в отпуск, и ботанический сад потерял поддержку. Правление университета вошло в совет с предложением об уменьшении чрезмерных расходов на ботанический сад. В таком состоянии сад оставался до 1825 года. В 1833 году в ботаническом саду была оранжерея с 3 отделениями и деревянная теплица с 2 отделениями. Общее число всех растений в саду, как в оранжереях, так и в открытом грунте, составляло 5535 видов и форм. Более значительные изменения произошли с 1838 по 1850 год, когда вместо отпускавшихся по штату 285 рублей 71 копейки серебром
было назначено содержание саду в 1714 рублей 28 копеек серебром в год. К числу главнейших достижений этого периода относятся засадка 8 десятин пустопорожней земли разными деревьями, устройство помологического отделения с питомником на 3 десятинах, увеличение площади сада с юго-западной стороны за счет покупки земли у жителей города Харькова, капитальный ремонт и переустройство оранжерей. При ботаническом саде была открыта школа садоводства. К середине 19 столетия сад располагал богатой коллекцией овощных растений: арбузов 7 сортов, гороха 90 сортов, дынь 54 сортов, капусты 54, кукурузы 9 сортов, лука 10, моркови 10, огурцов 22, помидоров 1 сорт, редьки зимние 19, салата 23 сортов, свеклы 13, сельдерея 8, фасоли 43. Большой вклад в развитие бахчеводства в Харьковском уезде внес директор ботанического сада профессор Черняев. В 1843 году он внедрил в практику бахчеводства 17 выведенных им сортов дыни, значительно превосходивших по качеству местные скороспелые сорта. В 1851 году ботаническому саду были пожертвованы князем Мещерским богатые собрания оранжерейных растений, из которых многие отличались своей величиной и составляли лучшее украшение оранжерей. С 1852 по 1854 год в саду было закончено строительство каменного забора по Сумской улице с устройством 2 сторожевых будок. К началу 1859 года сад занимал 28 десятин земли, из которых 20 были заняты верхним английским садом, 3 помологическим и 5 нижним или, собственно, ботаническим. Ботанический сад в то время насчитывал 8 отделений: общеботаническое, медицинское, техническое и сельскохозяйственное, нежных деревьев и кустарников, питомник древесных пород, питомник кустарниковых пород, виноградник, где росло до 1000 кустов винограда, цветочный отдел. К 1914 году ботанический сад располагал уже 7 теплицами и коллекциями открытого грунта, состоящими из 3 отделов с 7 отделениями, а также фундаментальным гербарием, представлявшим мировую флору. После Октябрьской революции был отчужден университетский сад, ныне городской сад имени Шевченко. Разрушена теплица, изгородь вокруг ботанического сада. Погибло много ценных деревьев и кустарников. Уничтожена растительность меловых и гранитных обнажений, участки степи и песков. В 20-е годы 20 века площадь сада значительно уменьшилась. Он несколько раз менял ведомственное подчинение, перенес глубокие потрясения гражданской войны, голода и материальной нужды и едва не прекратил свое существование. Деревянная изгородь сада была расхищена, и насаждениям сада угрожала неминуемая гибель. В это сложное время большую помощь ботаническому саду оказал командующий сухопутными и морскими силами УССР Фрунзе, выделив саду колючую проволоку для установки изгороди. В апреле 1921 года был организован воскресник по установке изгороди из колючей проволоки, в котором принимали участие все служащие ботанического сада и ботанического кабинета, студенты вузов города Харькова, добровольцы-преподаватели и части саперного батальона. В это тяжелое время и вплоть до 1929 года ботаническим садом, который находился в ведении Института прикладной ботаники, руководил профессор Шкарбатов. В 1930 году был организован научно-исследовательский институт ботаники, к которому и был присоединен Харьковский ботанический сад. В 1940 году ботанический сад был отделен от Института ботаники в качестве самостоятельной структурной единицы в системе университета. В годы Второй мировой войны сильно пострадали коллекции субтропических и тропических растений. Был уничтожен состав хвойных пород, произрастающих в открытом грунте. Но все же многие растения удалось сохранить, ведь даже во время оккупации в зимний период для отопления оранжерей выделялось топливо. В
конце 1950-х годов ботаническому саду выделяют дополнительную территорию площадью около 75 гектар на тогдашней окраине города в балке Сарженьяр. Территория сада по улице Клочковская, 52, площадью 5,5 гектаров в 1960 году получает статус заповедной. В середине 1960-х годов начинается интенсивное освоение новой территории, на которой закладывается дендрарий по ботанико-географическому принципу с элементами фитоценозов. Древесные и кустарниковые растения в количестве около 1000 видов и форм собраны в экспозиции Северо-Восток Украины, Европа, Средиземноморье, Сибирь, Средняя Азия, Дальний Восток, Северная Америка, Китай и Япония. Еще в 1970-х годах начали создавать экспозиции из лекарственных, горных, почвопокровных растений. А в 1980-1990-х годах в Ботсаду вывели селекцию гибридных тюльпанов, 7 из которых в результате попали в Государственный реестр сортов Украины. В настоящее время ботанический сад общегосударственного значения Харьковского национального университета имени Каразина расположен на 2 территориях, общая площадь которых составляет почти 42 гектара. В структуре сада 5 научно-исследовательских отделов, основные направления научных исследований – изучение эколого-биологических особенностей некоторых редких и исчезающих видов растений флоры Украины и изучение онтогенеза редких растений природной флоры Украины. В отделе дендрологии собрано более 1000 видов и форм декоративных лиственных и хвойных растений. Коллекция отдела тропических и субтропических растений насчитывает 2400 видов мировой флоры. Сад неоднократно обстреливался в первые месяцы войны полномасштабного вторжения России в Украину. Из-за прилетов в расположенное недалеко здание университета в саду была разрушена крыша оранжерей. Практически на каждой оранжерее были выбиты оконные рамы, стекла, на некоторых при взрыве крылатой ракеты на площади Свободы сорвало листы сотового поликарбоната с кровли оранжерей. Из-за других взрывов в сад прилетали обломки. Некоторые из них повредили административные здания. Удары поражали и экспозиционный отдел. Прошлым летом 2 боеприпаса разорвались на экспозиции «Система высших цветочных растений Украины». Один на экспозиции «Почвопокровные растения» и еще один на экспозиции «Горные растения». Во время блэкаутов был риск потерять коллекцию тропических растений из-за понижения температуры в теплицах. Однако учреждение выжило, сохранило уникальные коллекции и даже приумножило некоторые из них. Ботанический сад в Харькове пережил Первую и Вторую мировые войны, пережил он несколько кризисов, карантин и обстрелы россиян и продолжает в наше время свою деятельность.